Всем привет, меня зовут Арсений Занчковский, можно просто Арзаян. И в этой рубрике мини-лекция я разбираю с точки зрения режиссуры, саунд-дизайна, музыки, артовых решений и также с точки зрения геймдизайна различные моменты из игр. И сегодня у нас на повестке Uncharted 4. Это игра-энциклопедия классных приемов режиссуры не только в катсценах, но и в геймплее. Я не хочу сегодня говорить о взрывах, эпических разрушениях, на которые было потрачено очень-очень много долларов. Нет. Мне интересно разобрать, как игра систематически использует такой прием, как субверсию или подрыв ожиданий. И это не про то, чтобы вызвать шок в моменте. Это про то, как авторы методично готовят нас к этому зрелищному моменту. Заваривайте кофеек. Надеюсь, будет интересно. Погнали. Дисклеймер. В течение всей лекции я говорю Дрейк. Имеется в виду главный герой. Нейтан Дрейк. Запомнили? Спасибо. Искусство подрыва ожидания через окружение. О чем идет речь? В одной из первых миссий под названием The Malaysia Job, это в начале игры, Дрейк исследует дно океана и затонувший контейнер. И когда мы завершаем работу, мы поднимаемся на экране и оказываемся посреди Нью-Йоркского залива. Я был в шоке. Я искренне думал, что окажусь посреди океана около экзотических островов Малайзии. И здесь произошла субверсия. Но как это работает? Первое. Название миссии. Оно сразу создает ожидание. Но это намеренная ловушка. Малазийская работа. У игрока возникает ассоциация. Ага, это связано с экзотикой, островами, классическим Uncharted приключением. Игрок уже достраивает локацию в голове, хотя авторы ничего не обещают прямо. Но активируется память франшизы. Я человек, который не играл в Uncharted предыдущие 3 части. Настолько у меня мощно был закреплен в голове бренд Uncharted, который ассоциировался с приключениями в духе Индиана Джонс, что даже на уровне появления надписи я уже сразу ожидаю определенное повествование. Второе. Это лишение контекста. Под водой вообще нет никаких практически маркеров цивилизации. Мы не видим неба, нету горизонта, нет никаких намеков на город или какую-либо урбанистику. И лишая зрителя ориентиров, он начинает достраивать все сам. И это подкрепляется тем, как выстраивается окружение, камера, где акцентирует внимание. Мы всегда находимся в сжатом пространстве, высокая трава, водоросли нас окружают, какие-то каменные элементы, и нам не хватает большего контекста, чтобы понять, где мы географически. Но здесь есть микроподсказки, но они не кричащие. Водоросли не тропического типа, если присмотреться. Но опять же таки, я не был в Малайзии, я думаю, наверное, это Малайзия. Мутная зеленая вода, это не океанические цвета бирюзовых оттенков. Также, если присмотреться внимательно, видны покрышки, какой-то строительный мусор. И когда происходит вот это раскрытие сюжета, подъем на кране, это гениально. Но не только в плане вот в моменте произошел твист. Это даже смена жанра. Почему? Когда тебя поднимают краном, и камера раскрывает вот этот урбанистический вид на Нью-Йоркский залив, это разрушение романтического ожидания. Приземление Дрейка вот в эту серую реальность. Намек, что это уже немножко не тот Uncharted, который ожидает игрок. Сцена работает на нескольких уровнях. Она ломает привычную экзотику Uncharted, показывает главного героя Дрейка в бытовой фазе его жизни и готовит нас постепенно к общей теме всей игры — возвращение в прошлое. И субверсия здесь работает как четкое ожидание, есть тихие несоответствия, есть четкие объяснения, а не вау-момент ради вау-момента. Все грамотно подготовлено. И вот у игрока, зрителя, не остается ощущения какой-то манипуляции, как, допустим, делали в «Игре престолов» в последнем сезоне, но это отдельная тема, я ссылочку прикрепил на свое очень старое видеоэссе. Мини-субверсии как система развлечения. Мы немножко занизим масштаб, поговорим не про глобальный сюжет, а про механики геймплея.
Bingo. Sam! Special delivery! Ah! Whoa, 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 whoa! Hey kid, you alright? I'm fine. You alright? И это тоже мини-подрыв ожиданий, но более системный. Игрок видит знакомый интеракт. В данном случае ящик, но это может быть уступ, лестница, крюк. Понятная механика и безопасная рутина. Ну, надо закинуть, нужно поинтерактить, нужно столкнуть, нужно зацепиться. И мозг автоматически додумывает, здесь будет стандартное действие. И вот тут авторы игры периодически ломают наш привычный паттерн. Ящик срывается, уступ ломается, лестница падает, веревка там обрывается и так далее. Но важно отметить, это не какая-то хаотичная случайность, это достаточно выверенный элемент развлечения игрока. Если бы все время все ломалось, игрок бы перестал попросту доверять геймплейным механикам. Если бы вообще ничего не ломалось, это было бы рутинным. И поэтому здесь Uncharted создает, допустим, где-то 70% рутины, привычных механик и 30% сюрпризом. И почему это работает хорошо? Режиссура встроена в геймплей. Когда ящик срывается, камера сразу подхватывает это поведение, усиливается камера шейк, создается вот это ощущение кинематографической сцены, но контроль полностью не отнимают. Это некий гибрид геймплея и такого блокбастера. И игрок себя ощущает внутри вот боевика. Это некая имитация хаоса при полном контроле. Игрок чувствует: о, все пошло не по плану, ящик сорвался. Но все эти триггеры прописаны, анимация срежиссирована, коллизии безопасны и исход гарантирован. То есть это контролируемый хаос. И также это не только элемент развлечения, да, для игрока, но это поддерживает образ Дрейка как главного героя. Он у нас не супергерой из фильма Marvel. Он спотыкается, цепляется, падает, выкручивается, что-то ломается у него. Он выживает, а не супергеройски доминирует. Именно в таких моментах складывается философия Uncharted 4. Здесь следующий ритм. Стабильность, происходит сбой, и все стабилизируется. Скалолазание, уступ ломается, драка, кто-то выпадает через окно, поездка, мост рушится, стрельба, все разрушается, разваливается. Вот такие микрокатастрофы, встроенные в структуру уровня и в повествование, чтобы в нужный момент разбавлять рутину. Искусство эмоциональной субъективности. Звучит очень эпично. На самом деле речь идет про начало игры. Мне безумно понравилась сцена, как геймплейная, так и катсцена в миссии в тюрьме. Sam! Come on! I'll pull you up! I got you! Come on! Sam, no! No, you hold on! Hold on! Sam! Give me your other arm! Come on, reach! No! Sam! We gotta move. Oh, no, he's still down there! No, he's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No, I can't. Can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Sam! Oh, God, no. No. Да, здесь клише. Смерть близкого, главный герой не успел, приглушенная палитра, драматическая струнная протяжная музыка, тяжелое дыхание игрока, звук выстрелов с эхом реверберации. И в кино это стандартный прием. Но в игре, в отличие от кино, это работает несколько иначе. Я бы даже сказал, в интерактивном пространстве это эффектнее. Сперва мы активно участвуем в геймплее. Двигаемся, стреляем, действуем, участвуем в побеге. Но затем мы теряем агентивность, когда включается катсцена. И мы, как и Дрейк,
становимся пассивными наблюдателями того, как наш брат погибает. И затем нам возвращают контроль, и мы можем прожить эмоции Дрейка через геймплей. И здесь работа со звуком создает правильную точку восприятия. Мир словно глохнет вокруг Дрейка. Все становится каким-то отдаленным эхом, потому что он переживает гибель своего брата. И весь акцент саунд-дизайна смещается на дыхание. Мы можем побыть в его шкуре. И от того, что это геймплей, то, что мы управляем Дрейком, мы ассоциируем себя с Дрейком. Это тот момент, когда игра работает эффектнее, чем кино. И почему этот прием не раздражает, хотя вроде бы тут использованы стандартные клише-приемы? Вообще клише тоже надо уметь использовать уместно, и это не всегда плохо. Авторам необходимо быстро нас познакомить с новым персонажем по имени Сэм, чтобы мы успели начать ему сопереживать и еще успели ощутить потерю. И вот эти элементы саунд-дизайна, музыки, правильная постановка и палитра, казалось бы, клише инструменты хорошо усиливают вот этот момент, чтобы нас быстро вовлечь и вызвать быстро нужные эмоции. Субверсия через интерактивную ложь. Вновь эпическое название, но я бы это проще назвал ненадежный рассказчик в форме геймплея. Опять же, повторюсь, сейчас будет мощный спойлер. Если хотите сыграть в игру, настоятельно рекомендую. Я остался крайне впечатлен одной миссией, которая, на первый взгляд, покажется, стандартная эпическая миссия Uncharted. Вы играете от лица Сэма, где он бежит из тюрьмы вместе с криминальным авторитетом Алказаром. Люди Алказара, бандиты, спасают его и также Сэма. И все это сопровождается крайне эпическим геймплеем. Но все это оказывается обманом. Коротко поясню контекст происходящего. В конце этой миссии Алказар дает 3 месяца Сэму, чтобы тот за свое освобождение нашел сокровища пиратов. И это становится отправной точкой всей истории. То, ради чего Нейтан пытается помочь Сэму. Но во второй половине игры мы узнаем, что Алказар погиб 6 месяцев назад, его подстрелили какие-то другие люди, не было никакой операции по спасению Алказара с Сэмом, и из тюрьмы вытащил Сэма персонаж по имени Райф. На мой взгляд, здесь вот такой обман работает, опять же таки, круче, чем в кино. В кино зритель видит флешбэк, позже узнает, что это вообще были фейк-кадры и чувствует, что его обманули. Но здесь, в игре, игрок выполняет действие. И мозг игрока фиксирует этот опыт. Если я это прожил, значит это правда. И вот здесь ложная агентивность. То есть игроку дали иллюзию участия, дали контроль, но потом выясняется, что этот контроль был ложью. Но здесь, правильно, опять же таки, возвращаемся про подрыв ожиданий, субверсию, правильно расставленные подсказки. Потому что Сэм, главный герой, он изначально прописан как авантюрист. В детстве врал, импровизировал, выкручивался, манипулировал братом Дрейком. И его мотивация понятна, он же на самом деле не злодей, он жертва обстоятельств. И он боится потерять шанс на нахождение сокровищ, которые ассоциируются с его матерью. Вся вот эта сцена, это сознательная, какая-то искаженная реальность, которая не сразу считывается. Но это взгляд Сэма, брата Дрейка, на самого себя. Он и рассказывает историю так, как он хочет ее видеть. Масштабно, эффектно, героически. И ложь, она систематически встроена в нарратив игры. Uncharted 4 — это постоянная игра с прошлым, про ностальгию, идеализацию приключений, романтизацию рисков. И ложный вот этот побег — это часть вот этой темы игры. И Uncharted 4 — это игра про системную работу с обманом ваших ожиданий. Сначала ломают пространство, затем ломают рутину механик геймплея, и в конце концов ломают вообще доверие к целому сегменту игры. И в этом настоящее мастерство зрелищности Uncharted 4. Ведь зрелищность — это не всегда про взрывы или дорогие разрушения. Нет, это про то, как управляют вниманием игрока или зрителя. То, как авторы постепенно закладывают фундамент, а потом его разрушают. И вот это вызывает вау-эффект.
О, ты дошел до самого конца. Ты огромный молодец. Надеюсь, этот материал был полезным. Спасибо тебе большое за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал или на YouTube, как вам будет удобнее. Ну а с вами был Арзаян. До новых встреч.